Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы будем говорить о многомерности пути родных душ, о его многогранности. Мы решили об этом поговорить сегодня, поскольку в последнее время складывается определенный стереотип, что встреча с родной душой – это только для того, чтобы происходило воссоединение между мужчиной и женщиной, только для того, чтобы была тема любви или создание такого семейного союза, о чем нам часто пишут, задают вопрос, если не для этого, если не для того, чтобы, значит, создать семью, то для чего же тогда происходит такая встреча с родной душой? Мы очень много раз говорили о том, что тема пути родных душ, она очень-очень многогранна. И вот сегодня некоторые из этих граней мы будем освещать. Мы будем говорить о том, что с вами происходит, что происходит с вашим сознанием, как оно изменяется, когда вы встречаете свою родную душу. И вначале мы хотим непременно поблагодарить всех из вас, кто регулярно поддерживает проекты движения «Родные души», материальную помощь оказывает. Благодаря этому наше видео постоянно выходит. Спасибо вам за поддержку. Итак, многогранность и многомерность пути родных душ. Что в самом начале нужно сказать? Когда вы встречаете свою родную душу, мы об этом уже говорили, это далеко не всегда для того, чтобы вы создали семью. Это далеко не всегда для того, чтобы вы полностью физически воссоединились и дальше жили вместе. Это нужно сказать самое первое. Почему? Потому что это самый большой камень преткновения вот на этом пути. Да? Возникает огромное количество вопросов, возникает огромная драма в жизни у человека, когда он встретил свою родную душу, не происходит воссоединение, возникает ревность, страдания, мучительные различные состояния. Да? Вот чтобы этого всего не было, нужно сразу же первое знать, что не все встречи с родной душой для полного воссоединения. Это самое первое. Следующее. Всегда, когда вы встречаете свою родную душу и когда происходит узнавание, всегда происходит у вас резкое расширение сознания. И что это такое, о чем это говорит? Да, ну давайте начнем немножечко издалека. Вы можете сказать, зачем мне это расширение сознания, зачем мне какие-то вообще эти все духовные эзотерические термины? Единственное, что меня интересует при встрече с родной душой, будем мы вместе или не будем мы вместе. Вот этот вопрос меня интересует, больше никакой не интересует. Если вы таким образом относитесь к встрече с родной душой, то у вас сразу же ничего не получится. Вот сразу. Если вы нацелены только на воссоединение и не хотите ничего знать ни о духовном развитии, ни о чем подобном, ни о каких таких энергиях, да, то ничего не получится. Воссоединение родных душ происходит именно в первую очередь на энергетическом, на духовном плане происходит воссоединение. А уже потом, в последнюю очередь, происходит на повседневном плане, а не наоборот. Значит, пусть мы будем вместе, пусть мы воссоединимся на физическом плане, но с духовностью мы как-нибудь потом займемся. Нет, у родных душ все диаметрально противоположно происходит. Сначала воссоединение на духовном плане, и различные энергетические процессы, внутреннее очищение, трансформация, преображение и все, что с этим связано. А потом в итоге происходит воссоединение на повседневном плане. Вот это вот нужно знать. Итак,
резкое расширение сознания, и вот тут вот происходит масса различных феноменальных состояний, которые, собственно говоря, и показывают вашу многогранность и вашу многомерность. Каждый человек, он многогранен, каждый человек, он многомерен. Если мы в своей повседневной жизни склонны воспринимать себя вот только как личность, да, вот есть Иванов Иван Иванович, а есть Светлана Петровна какая-нибудь и так далее, да, вот только такие вот личности, мы себя привыкли так воспринимать, то когда происходит встреча с родной душой, сразу же происходит расширение сознания, и вы чувствуете себя другим человеком. Вас как будто бы подменили. Вы чувствуете в первую очередь очень большую энергетическую наполненность, очень сильную. Вы можете чувствовать, как энергия наполняет ваши чакры, энергетические центры. Это в первую очередь анахата, сердечный центр. Это может быть сахасрара, вот макушка головы. По позвоночнику идет очень сильная энергия. И это может вишудха, другие центры тоже, РД-центр. Это энергетический центр связи с родной душой. Он находится чуть ниже анахаты, вот здесь вот примерно, на этом уровне. Поэтому некоторые говорят, у меня начинает странным образом болеть солнечное сплетение. Оттуда какие-то вот боли возникают, да? На самом деле это пробуждение энергии происходит. Так вот, вы сразу же начинаете себя ощущать и переживать как многогранную структуру энергетическую, у которой есть энергетические центры, чакры, энергетические каналы, у которых есть прошлые жизни. Вы вдруг можете сразу же начинать вспоминать прошлые жизни, в которых вы были вместе со своей родной душой. А вы можете даже вспомнить свои инопланетные воплощения. То есть вы сразу же можете почувствовать, что вы не отсюда, не из Земли. Да? И все это может происходить в течение буквально нескольких часов или нескольких дней или нескольких недель. То есть вы могли до этого жить 30-40 лет, может быть больше, и ни о чем таком не думать, и ничего такого не переживать. Никогда с вами ничего подобного не было. И вдруг происходит встреча с родной душой, у вас резко расширяется сознание, и у вас начинает разворачиваться ваша многомерность, начинает раскрываться ваша многогранность. Вот это раскрытие многомерности и многогранности, вот это и является самым главным на пути родных душ. Самым главным, и давайте еще раз повторюсь, если вы хотите воссоединиться со своей родной душой полностью на физическом плане, то нужно учитывать вашу многомерность. Именно вот с этой позиции, с позиции духовности, с позиции значит, энергетических закономерностей, которые между вами возникают, да, вот с этой позиции, с духовной, можно так называть, позиции, и происходит воссоединение, полное воссоединение, в том числе и физическое. Да? Если вы приняли свою многомерность, значит воссоединение может происходить, пойдет процесс воссоединения. Если же вы сразу же отринули многомерность, сказали, так, это очень страшно, это что-то необычное и очень похоже на сумасшествие. Я хочу оставаться нормальным человеком. И при этом воссоединиться вот с этим, вот со своей родной душой. Ничего не получится. Очень часто, ну, периодически пишут в комментариях, да, не хотим ничего знать, ни о каких таких духовных вещах. Я хочу жить нормальной жизнью, вот пишет человек, я хочу жить нормальной, обычной жизнью и воссоединиться со своей родной душой. Не получится. Не получится. Потому что, когда вы встречаете свою родную душу, раскрывается, резко раскрывается ваша многомерность. Начинаются уникальные, феноменальные энергетические процессы, которые вас, еще раз повторюсь, очищают, трансформируют, вы преображаетесь, ваша энергетическая структура перестраивается. Для чего? Почему вдруг эти процессы начинают происходить? Потому что вследствие энергетической перестройки и происходит ваше воссоединение. То есть, иначе говоря, я вот сейчас заключаю эту часть, очень важный момент, обратите внимание. В том виде, в котором вы встретились, вот вы, условно говоря, да, вот ваш РД-партнер, ваша родная душа. Вот в том виде, в котором вы встретились, вы не можете воссоединиться. Будьте внимательны. Вы не можете воссоединиться такими, какие вы вот встретились, какие вы есть. Только пройдя внутреннее очищение, трансформацию, преображение, только пройдя вот через эти энергетические процессы, которые вас начинают менять изнутри, в первую очередь менять изнутри, вы начинаете
воссоединяться, ваше воссоединение становится возможным. Понимаете? Иначе говоря, принимая свою многогранность и многомерность, вы как бы соглашаетесь на процесс воссоединения. Не принимая все эти процессы, подчас пугающие, непонятные, иногда болезненные процессы. Вот если вы их не принимаете, ваше воссоединение невозможно. Это самое главное. Встреча с родной душой – это раскрытие многомерности, и это обязательно энергетическая перестройка и трансформация. И все, о чем сейчас говорил Андрей, о тех процессах, которые начинают происходить с вами, все это происходит тогда, когда вы принимаете поток любви, который, естественно, возникает во время встречи родных душ, во время их узнавания. И когда вы принимаете этот поток любви, во что бы то ни стало, то с вами начинают происходить удивительные процессы. Сначала вы очищаетесь, затем вы трансформируетесь, и затем происходит преображение ваше изнутри и всей вашей жизни. И, конечно же, этих отношений с тем человеком, с тем партнером, с той родной душой, которую вы встретили. И эта встреча учит прежде всего нас любить по-настоящему. Встречи родных душ, они особенные, и невозможно соединиться вот просто так, как вначале говорил Андрей. Почему это не получается? Потому что законы взаимодействия между родными душами, они совершенно другие. Эти законы, они построены на божественной любви, на высшей любви. И когда вы принимаете сам поток любви, то эти законы начинают вам раскрываться постепенно, шаг за шагом. И даже, знаете, к нам часто приходят люди на практические занятия, на тренинги в том числе, приезжают именно с таким вопросом: что же мне делать? Я встретил свою родную душу и иду внутренним путем, но мне не получается достичь состояния этой безусловной любви. Очень часто именно после практических занятий человек вдруг ощущает этот поток, он понимает, как ему идти, как правильно двигаться этим внутренним путем, как правильно принимать поток любви. И уже через некоторое время тот же самый человек пишет нам и говорит о том, что сейчас я понимаю, что на самом деле важна не моя родная душа, важна сама любовь, которая сейчас есть в моем сердце, в моей душе, когда я просто вспоминаю о моем партнере, просто вспоминаю о своей родной душе. Особенно, когда нет возможности воссоединиться, нет возможности физически общаться. И в последнее время все чаще и чаще люди начинают писать именно об этом. О том, что главное пережить этот поток любви. Главное почувствовать эту любовь, ни на что не похожую, ни от чего не зависящую. И стать самому сильным в этом потоке, стать целостным. И тогда уже в вашей жизни появляется либо этот партнер, вы с ним воссоединяетесь, либо появляются другие родные души, которые постепенно и сами начинают возвышаться до уровня безусловной любви. И вы идете все дальше и дальше продвигаетесь на своем пути, в своей любви, в своем потоке. И довольно часто получается так, что только-только встав на этот путь, на путь воссоединения с родной душой, и услышав вот эти вот слова, которые мы говорим, и мы об этом пишем в наших группах, читая вот эти все статьи, человек возмущен, ему это не нравится. Он говорит опять: зачем мне все это? Мне нужна нормальная, обычная, счастливая жизнь совместная. Да? То есть опять идет возврат туда, опять идет возврат к той личности, которая, собственно говоря, вот и хочет соединиться с другой личностью. Мы не говорим о том, что этого не должно быть, что вы не должны воссоединяться как личность. Поймите нас, пожалуйста, правильно. Мы говорим о том, что ваши личности сначала должны радикальным образом измениться, трансформироваться. Для воссоединения должна произойти радикальная трансформация. То есть, когда вы слышите все эти слова: принять поток любви, научиться безусловно любить, принять свою многомерность,
Даже такие вот слова, тут принять свое сумасшествие, да, не бояться того, что ты как будто бы сходишь с ума, когда у человека начинает проявляться эта многомерность, и он вспоминает, вот я был в прошлых жизнях, а вот я вспоминаю этого человека, свою родную душу в прошлой жизни, а вот я уже чувствую, что я вообще не с этой планеты, не с планеты Земля, да, и он говорит, что это за безумие, мне нужно просто воссоединиться с человеком, а тут начинается какая-то тарабарщина непонятная. Так вот еще раз, все это происходит для того, чтобы у вас произошли необходимые энергетические процессы перестройки, трансформации для вашего воссоединения. Либо, если как бы не заложено в миссии вашей встречи воссоединиться с этим человеком, а такое бывает, что вы встретились не для того, чтобы воссоединиться, то в этом случае, проходя вот эти все очень сильные и порой драматичные внутренние процессы, процессы перестройки, вы обретаете свою целостность. Вот давайте об этом немного поговорим. Такие понятия, как безусловная любовь, целостность, познание себя, познание Бога, да? Все вот эти духовные, эзотерические термины, на самом деле, они не просто существуют где-то там, вот наверху, высоко, в небесах, сами по себе, в отрыве от нашей повседневной жизни. Все эти состояния, высокие, высоковибрационные состояния, они связаны в том числе и с нашей повседневной жизнью. Каким образом? Когда вы испытываете все эти высокие состояния, вы начинаете меняться в повседневности. То есть вы начинаете замечать, что вы становитесь другим человеком. При этом вы себе не ставили такую задачу, я должен измениться, я должен, там, не знаю, бросить курить, например, бросить пить, я должен, не знаю, стать хорошим, добрым и так далее. Вы не ставите себе такой задачи. Вы просто находитесь в этих высших состояниях сознания, куда вас выносит автоматически вот этим потоком любви, вас возносит вверх куда-то. Вот пребывая в этих высоких состояниях, вы начинаете замечать, что вы трансформируетесь. Вы начинаете замечать, что вам уже не хочется курить. Уже как-то раз и не надо, более того, уже противно, уже вы не можете нюхать этот запах. Вы не можете кушать мясо, допустим, да? Вы не можете делать каких-нибудь там нехороших, нечестных вещей, которые раньше делали и считали это нормой. То есть ваш вибрационный уровень начинает постепенно меняться. И вот эти высокие состояния, о которых мы говорим, безусловная любовь, принятие себя, принятие потока любви, на самом деле это все имеет самое прямое отношение к вашей повседневной жизни, к вашей, как бы вот обычной, как вот говорят, я хочу жить обычной, нормальной жизнью. Вот эта обычная, нормальная жизнь, она и будет у вас меняться. И вот тут вот встает следующий вопрос, опять сразу же возникает. А если я не хочу меняться, говорит человек? Ну хорошо, я там немного изменюсь, допустим, брошу курить, ладно. Ну, допустим, еще что-то изменится во мне, я стану чуть-чуть более доброжелательным, скажем, да, человеком. Ну ладно, перестану обманывать. Но в общем-то меняться я не хочу. Не от вас, не от вашего ума, не от вашего умственного решения зависит то, как вы изменитесь. Это вообще от вас не зависит то, как вы изменитесь. Вот в этом еще одна страшилка этого пути. Там нет гарантий. Там нет заранее какого-то списка программ, значит, которые выполнятся. Значит, по списку значит, произойдут такие перемены и такие перемены. Да? И вы как соглашаетесь, читаете список, говорите, да, хорошо, меня это устраивает, я готов, я приму поток любви. Если все вот так будет, я приму поток любви. Да? Нет такого. Такого нет. И не может быть, и не будет никогда. Ваш ум и ваши расчеты, они вообще остаются где-то за горизонтом. Когда вы встаете на этот путь, они куда-то исчезают. Они перестают вами владеть, они перестают управлять вашей жизнью. Вашей жизнью начинают управлять более высокие вибрации, мистические состояния, духовные состояния. То есть вот эта многомерность ваша и многогранность, она не просто существует, как бы так сказать, в теории, да, вот можно сказать, ну, я многогранный, я многомерный человек, да, у меня есть душа,
Да, у меня есть 7 энергетических тел, я думаю, у меня, наверное, есть и прошлые какие-то инопланетные воплощения. Так бы как бы может человек про себя говорить, при этом ничего особенного внутри не ощущая. Но вот когда происходит эта встреча с родной душой, и вдруг бурно вот это все начинает активизироваться, вот эта многомерность, да, и происходит вспоминание прошлой жизни, инопланетных воплощений, начинают активизироваться какие-то блоки, травмы. То есть вот это все, что было внутри, вот в этой многомерности и многогранности, начинает активизироваться. И вот тогда просто это остается принятие, вот эта многомерность, или еще говорят душа, да, вот таким одним словом, душа начинает управлять вашей жизнью. Не ум, как было то раньше, вы принимали решение и старались ему следовать, вы планировали свою жизнь и старались, чтобы эти планы вот как-то максимально соответствовали действительности вашей. То тут все не так. Тут вы отдаете бразды правления, значит, в руки, условно говоря, значит, в руки своей души. Вы отдаетесь своей собственной многомерности, вы отдаетесь этому потоку, потоку любви, который вас ведет. Поток любви – это реальная, огромная, очень большая сила, очень большая энергия. И когда человек слышит слово «любовь», ему представляется, как правило, что-то приятное, что-то такое, может быть, романтическое, может быть, сексуальное, может, еще какое-то такое. А вот когда раскрывается ваша многомерность и раскрывается за счет потока любви, вы узнаете, что любовь может быть настолько мощной и ошеломительной, что там не до лютиков, цветочков и не до стишочков на скамейке. Там начинаются такие мощнейшие процессы трансформации, очищения, которые запускаются именно потоком любви, и которые вы проходите именно в потоке любви. И вот тут вот еще одна практическая значимость. Мы говорим, оставайтесь в потоке любви, несмотря ни на что. Потому что вот в этом потоке любви вы проходите через все. Он вас через это проводит. Не для того, чтобы вы попали в какую-то трудную ситуацию, и у вас стало в жизни все сыпаться, все рушиться, что как порой происходит очень часто. Когда раскрывается многомерность, происходит энергетическая перестройка, и в жизни у человека не только внутри, но и снаружи все начинает сыпаться и разваливаться. И человек тогда уже по-настоящему пугается и говорит, ну вот, действительно, это ужас. Вся моя жизнь разваливается. И опять пишет комментарии, опять пишет письма, что делать, почему так происходит и так далее. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Поток любви вас проведет через это. Вы пройдете через это. Это гарантируется вам. Но вам нужно оставаться в нем. Не блокировать его, не пугаться, не тормозить. Нужно себя правильно вести в этом потоке любви. На самом деле, по большому счету, никакой особенной хитрости, мудрости в этом нет. Но в этом должна быть огромная преданность. Если у вас есть огромная преданность своей любви, своей душе, если вы действительно по-настоящему преданы и говорите, ладно, пусть будет все, что будет, но я остаюсь со своей любовью, вот тогда вы проходите через это. И наступит момент, когда и внутреннее очищение останется позади, и трансформацию вы как-то так естественным образом пройдете, и вы преобразитесь. Вы станете совершенно другой личностью, другим человеком. Вы придете к преображению. Поток любви, энергия, огромная сила приводит вас вот к этим результатам. То есть о чем хочется сказать, о чем необходимо говорить? О том, что то, что мы говорим, это не просто красивые слова. Поймите нас, пожалуйста, правильно. Мы не какую-то мораль разводим. Мы не какие-то, значит, там, не знаю, фразы красивые, цветастые выдаем. Мы говорим абсолютно практические вещи. И когда нас иногда в письмах или в комментариях упрекают, что вы тут говорите о потоке любви, там, вас бы на мое бы место, да мне это так тяжко, тяжело и так далее. Скажите мне, чтобы вот конкретно что-то сделать, чтобы это все прошло. Мы на всем этом месте мы были.
Есть. Мы через это прошли, через внутреннее ощущение, через трансформацию и преображение. Мы на своей, простите, шкуре это настолько испытали, и во всех подробностях, что мы можем полностью ответственно об этом говорить. И все, о чем мы говорим, мы не с потолка взяли, не из книжек прочитали, а это в первую очередь наш опыт. Это опыт многих-многих других людей, с кем мы работаем, с кем мы знакомы, кому мы помогаем пройти через этот путь. И это в том числе и духовные традиции, которые, да, об этом говорят. Да. А также это современные эзотерические знания, значит, трансперсональная психология, которая тоже об этом говорит. Вот это все суммируется и получается учение о родных душах. Понимаете? Поэтому, если вы думаете, что мы вот такие просто сидим в шоколаде и книжек начитались, тут вам такие как бы красивые слова выдаем, то это абсолютно не так. Мы говорим абсолютно практические вещи. Поток любви – это совершенно конкретная энергия, которую вы чувствуете у себя в теле. Если этот поток очень сильный, то вы его так сильно ощущаете, что ваше тело начинает выворачиваться и ломить буквально. Вот. То есть, сейчас, секундочку, я просто хочу заключить свою мысль по поводу того, что это абсолютно практическая вещь. Так вот, когда вы это все чувствуете, вам нужно оставаться в этом. Оставайтесь в этом, доверьтесь этому потоку любви. Это светлая сила, которая вас тянет вверх и тянет вас вперед. Она тянет вас, проводит вас через эти вот все как бы испытания внутреннего очищения и трансформации, для того, чтобы вывести вас к свету. Поэтому мы и говорим эту практическую вещь. Оставайтесь в потоке любви, достигните высших каких-то вибраций, безусловной любви, и вы пройдете через это. И вы обретете совершенно другое качество жизни. И если судьба, если миссия вашей встречи воссоединиться, значит произойдет воссоединение само. Или, по крайней мере, будет происходить достаточно естественным образом. А если не судьба, то вы обретете свое собственное сокровище, и дальше в жизни вы будете целостным, сильным. Ваша жизнь изменится таким образом, что вы сами себя не узнаете. Самым наилучшим для вас образом. Вот что происходит на пути родных душ, вот о чем мы говорим, совершенно о практических вещах. И это говорим не только мы, но когда-то очень красиво о любви сказал и Халиль Джибран. Он сказал так: «Когда любовь поманит вас, следуйте за ней, хотя пути ее тяжелые и крутые. И когда она обнимет вас своими крыльями, не сопротивляйтесь ей, хотя меч, спрятанный в крыльях, может поранить вас». И так далее. Найдите в интернете это замечательное высказывание, и когда вы его прочтете, то вы прочтете то же самое, о чем говорим мы вот уже 7 лет, и только мы говорим более подробно об этом, буквально рассматривая почти каждый момент на пути любви. И, конечно, когда вы проходите это, вы преображаетесь, вы действительно становитесь другим человеком, как сказал уже Андрей. И знаете, какой парадокс состоит во встрече с родной душой? Вначале, когда мы встречаем свою родную душу, мы встречаем эту невероятную любовь, мы думаем, что Бог послал нам счастье, а это так и есть, но мы думаем, что Он послал нам этого человека. И в этом заключается дар. Но постепенно, когда вы принимаете поток любви, когда вы следуете за ней, и она начинает очищать вас, начинает колотить вас, как колосья на таку, да, как также написано у Джибрана. Наконец она трансформирует вас, преображает, и вы понимаете в этот момент, что нет большего счастья, чем любить свою любовь. И что на самом деле встреча с родной душой не в том состоит счастье, чтобы встретить этого человека, а состоит в том, чтобы однажды встретиться с самим собой, встретиться с любовью, с истинной любовью, там у себя внутри, и познать ее, и встретиться с Богом. А потом уже вы сможете продолжить этот путь, рассказывая другим людям
о том, что же такое на самом деле истинная любовь. И вокруг вас всегда будет много людей, которые будут чувствовать эту энергию, которые будут тянуться к вам. И, конечно же, вы не будете одиноки. Но это приходит не сразу, это приходит постепенно, иногда с годами, но однажды вы все-таки к этому приходите и понимаете, что большее счастье, чем сама любовь, его просто нет. Что есть сама любовь и есть Бог, и это наивысшее счастье. Что однажды Бог привел в вашу жизнь эту любовь. Мы говорим все то же самое, что давным-давно известно, что известно тысячелетиями, столетиями, о чем говорили поэты, о чем говорили мистики, особенно суфии, об этом очень хорошо говорили. То есть, как написано в Экклезиасте, как говорил царь Экклезиаст, нет ничего нового под солнцем. Да? То есть ничего особенно нового мы не говорим. Мы только хотим донести то же самое, но в каких-то современных словах, для того, чтобы было современному человеку это понятно. Но и в первую очередь для того, чтобы это понятно было тем людям, которые встретили свою родную душу. Это самая наша основная задача. Донести до тех людей, которые встретили свою родную душу, что они встретили в первую очередь не человека, не личность. Они встретили именно душу. Вот поэтому у нас движение и школа называется «Родные души». Мы много раз говорили о том, что родные души – это общий термин, это общее название. Это могут быть близнецовые половинки, родственные души, в том числе РД-учитель, это может быть и кармические партнеры. Все это родные души, потому что когда вы встречаете этого человека, вы сразу же говорите, а тут какой-то родной мне человек. И в то же время очень часто говорят, ну нет, вот как личность он мне вообще не подходит. Вот я смотрю на этого человека, он и внешне как-то не очень мне, и по своему образу жизни тоже не очень, но вот душа родная. Поэтому и родные души. Вот какая встреча происходит. Происходит встреча с душой. Душа встречается с душой. Не личность с личностью в первую очередь. Конечно же, личности встречаются, мы не отрицаем это. Но в первую очередь душа встречается с душой. И вот эта встреча душ, объединение душ и начинает производить вот эти феноменальные явления, когда ваше сознание резко расширяется, познаете многомерность, с вами происходят невероятные вещи, волшебные вещи, и мы говорим о том, что примите все это. Примите все это. Да, мы обучаем, как правильно себя вести на этом пути. На этом пути есть очень много ловушек, и мы об этом говорим. На этом пути есть несколько ступеней, и на каждой ступени есть своя ловушка. И мы очень часто видим, как люди попадают в эти ловушки. И порой мы говорим, что у вас вот то-то, то-то не так, но не всегда человек это слышит. Не всегда он хочет это слышать. Это дело каждого. Не наше дело переубеждать или убеждать вас в чем-то. Наше дело вам сказать, показать, что происходит на этом пути, какие закономерности на нем возникают, куда этот путь ведет и как вы можете себя вести для того, чтобы по этому пути пройти. А ваше дело принять этот путь или не принять. Поймите нас правильно, пожалуйста. Мы не агитируем за то, чтобы вы искали свою родную душу и непременно находили только родную душу, да? То есть иногда и такое тоже в письмах или в комментариях встречается, что вот а если это не моя родная душа, а если вот мне нужно другое, а не такое. Мы не говорим о том, что вы должны встретить свою родную душу. И даже когда вы встретили свою родную душу, мы не говорим о том, что вот непременно 100%, что хотите делайте, но вы должны соединиться. Мы тоже так не говорим. Услышьте, пожалуйста, мы говорим о том, что самое главное, примите поток любви. И пусть этот поток любви, сама любовь, ваши высшие силы проведут вас по этому пути, и вот на этом пути вы обретете то, что вам нужно. Вот о чем мы говорим. И да, мы помогаем по этому пути пройти, многим помогаем.
И мы испытываем огромную, колоссальную радость, когда люди нам пишут через год, через два пишут года, когда вот только с нами познакомились, а через 2 года у них происходят вот эти все уникальные процессы, которые освобождают человека, освобождают его любовь. Он перестает страдать в своей любви. Он перестает цепляться за что-то, за человека или еще за что-то. Он перестает бояться жизни. Он начинает свободно жить в любви. Это такая колоссальная радость, когда мы это узнаем, что это с человеком произошло. Вот это самое главное, самое огромное наше вознаграждение за наш труд, за нашу деятельность. Что все наши слова, наши действия, те тренинги, занятия, которые мы проводим и так далее, все это не просто так, а именно вот для этого. Чтобы человек принял этот поток любви, научился в нем находиться, позволил себе быть многомерным, каким он и есть, и позволил себе быть свободным и жить в любви. Да, вот свободным не значит каким-то распущенным, не значит пускающимся во все тяжкие, да. Очень часто этот термин понимается неправильно. И свободным, расскажи, что такое быть свободным. Мы пишем это слово и говорим это слово с большой буквы – свобода. Свобода – это не вседозволенность. Когда мы говорим любовь и свобода, это не значит, что мы говорим о том, что идите любите всех подряд. Да, и вам все дозволено. И все дозволено. Мы никогда об этом не говорим. И никогда не касаемся этой темы. Моногамности или полигамности мы об этом вообще не говорим. Это дело каждого. Да? Будет у вас один партнер или 10, это не наше дело совершенно. Когда мы говорим о свободе, мы говорим о внутреннем состоянии. И это вы можете ощутить в полной мере, внутреннюю колоссальную свободу. Ее словами объяснить очень трудно. Ее можно перечислить по пунктам. Когда вы обретаете внутреннюю свободу, первое, что у вас происходит, у вас исчезает страх. Вы перестаете бояться. Бояться за что угодно, за свою жизнь, за свое будущее, или еще за что бы то ни было. Просто страх в этот момент исчезает. Вы освобождаетесь от его гнета. И, наверное, только вот в этот момент вы понимаете, что всю свою сознательную и несознательную жизнь вы боялись. И вас учили этому. Учили вас бояться, учили вас как бы лавировать между этими страхами. Вот постоянно страх – это как дамоклов меч, который висит 24 часа в сутки над вашей головой. Что если что не так, он упадет на вас. Вот этот вот страх. Он часто бывает неосознанный. И вот когда человек обретает эту свободу внутреннюю, страх исчезает. Как это можно объяснить словами? Только когда вы это переживете, вы это почувствуете. На своих живых тренингах и на онлайн-занятиях мы транслируем энергию, и мы помогаем человеку выйти на эти высокие вибрации, любовь и свобода. И очень многие, практически все, наверное, больше 90%, участников, они это чувствуют, они говорят: да, я знаю, я понял, что это такое, о чем вы говорите. Это состояние, высоковибрационное состояние любовь и свобода. Так вот, это высоковибрационное состояние, я еще раз тогда повторюсь, оно не существует просто в отрыве от нашей повседневной жизни. Оно влияет на нашу жизнь всю целиком, во всех ее проявлениях. То есть мы не говорим о том, что просто вот выходите в эти состояния для того, чтобы просто покайфовать. Да, вот так вот, ах, как здорово. Это очень здорово, это великолепно. Но это имеет практическое значение. Это имеет практическое значение для вашей жизни. Итак, когда мы говорим о свободе, мы имеем в виду внутреннюю свободу. Внутреннюю свободу. А потом уже ваша жизнь начинает как-то меняться в соответствии с вашими вот этими теперь новыми ощущениями внутренней свободы. Вы знаете, есть великолепное высказывание американского мифолога Джозефа Кэмпбелла. Он говорит о том, что достигнете состояния, он его называет «свобода жить». Причем жить и свобода – это с большой буквы. С большой буквы свобода, с большой буквы жить. То есть, когда вы изнутри в первую очередь, а потом и во внешней жизни, вы позволяете себе жить. Не постоянно выживать, не приспосабливаться, не хитрить, не обманывать вот для того, чтобы выжить как-то, да?
или чего-то добиться, получить какую-то награду, достичь какого-то результата. Вот все время вот так, вот так. А жить, опять-таки трудно, довольно трудно объяснить это словами, что это значит свобода жить. Но когда вы достигаете этого высокого состояния, вы понимаете, о чем речь. Итак, когда мы говорим «любовь и свобода», мы имеем в виду высоковибрационные состояния. Тоже это нужно правильно понимать. И когда вы принимаете поток любви, когда вы начинаете следовать своему пути, пути родных душ, вы встречаете чаще всего сопротивление со стороны окружающих, со стороны ваших близких, со стороны ваших друзей, знакомых, которые не понимают вас, начинают осуждать и опять же запугивать, говорить: а как ты будешь дальше жить, это что же ты вообще, что ты вообще думаешь о дальнейшей своей жизни, да, очень часто можно встретить вот такое именно сопротивление. Но если вы остаетесь преданными своему пути, своей любви, и если внутри у вас где-то есть эта жажда стать свободным от тех рамок, от тех ограничений, которые навязывало до этого вам общество, то вы однажды придете к состоянию свободы жить своей жизнью. И вас уже не будет так сильно беспокоить, что о вас думают. Вы будете знать, что все идет как нужно и все идет правильно. И в какой-то момент, когда вы уже изменитесь достаточно, когда вы пройдете многое на своем пути, те люди, которые вас раньше не понимали и не принимали, и осуждали, и пытались убедить в обратном, что не нужно идти туда, оставайся с нами, вдруг эти люди начинают видеть, что вы изменились, что вы на самом деле очень сильно преобразились, и ваша жизнь тоже преобразилась. Вы не беспокоитесь, вы не бегаете, не переживаете, как делают окружающие. И это вдруг начинает вселять в них какое-то доверие. Они проникаются к вам доверием и думают: раз этот человек счастлив, наверное, он знает, как жить. И вы даже можете помогать уже своим близким, своим друзьям какими-то настоящими советами души, как поступить в такой-то ситуации. А возможно, и ваши близкие начнут вам рассказывать похожие истории на то, что они тоже встретились вот с такими обстоятельствами, например, встретили свою любовь и не решаются что-то сделать, да, с этим. То есть вы станете таким своеобразным учителем для своих близких, для своих друзей и для окружающих. Это произойдет естественно, это произойдет в потоке. Поток сам будет вести вас и будет сам говорить о том, что вы должны сказать, что вы не должны сказать, и чем вы можете помочь, и чем вы не можете помочь. То есть произойдет даже раскрытие вашего предназначения на своем пути. Вот что происходит, когда человек остается верным потоку любви, встречая свою родную душу и не привязываясь к личности. Вот что происходит, когда человек проходит все необходимые этапы на этом пути и, наконец, встречается с собой, с большой буквы, с собой, с тем самым собой, которого он всегда знал где-то в глубине, но просто позабыл о нем, да? То есть, когда мы приходим в этот мир из очередного нашего воплощения, мы забываем о том опыте, который у нас был. Также и человек, который встречает свою родную душу и начинает следовать путем любви, вдруг начинает постепенно вспоминать тот свой опыт, который он оставил где-то за плечами, где-то в прошлых жизнях. И он встречает настоящего себя, того самого себя, которого он любит. Он сам любит этого себя. И он понимает, что эта встреча, она бесценна. И когда эта встреча случается, тогда начинается ваша настоящая жизнь. И это и есть огромный дар, который начинается со встречи с родной душой. Сейчас прозвучало, Шанти говорила о предназначении. Довольно часто на тренингах нас спрашивают про предназначение. Что такое предназначение человека? На самом деле это не есть просто один какой-то пункт. Вот предназначение, это вот и больше ничего. Предназначение – это путь, это определенный вектор,
И вы знаете, вот этот путь, вектор на пути родных душ, он полностью совпадает с путем любви. Вот любовь, поток любви вас ведет по этому вектору предназначения. То есть, иначе говоря, поток любви вас выводит вот в ту область, где и находится ваше предназначение. Вот я сейчас пытаюсь уже как будто руками рисовать. На самом деле на тренингах я все это рисую, все это видно. И мы даже по пунктам вот так вот обозначаем вот этими точечками примерно какие этапы проходит человек на пути вот обретения своего предназначения. На тренинге есть достаточно много времени и есть своя атмосфера, которая располагает к тому, чтобы это лучше усвоить. Сейчас вот в рамках этих нескольких минут на видео все это рассказать очень сложно. Но самое главное нужно передать. Если вы чувствуете, что у вас есть внутри предназначение, что-то особенное, да, ваше, что значит особенное? Не то, что вот там какое-то там оригинальное или там, не знаю, героическое или что-то. Просто ваше, родное, нужное вам, необходимое вам. То, что у вас внутри как заноза сидит, и вот давит вас, что вы должны это узнать, должны это сделать, должны это воплотить в жизни. Вот оно не дает покоя, да? Вот это вот самое и есть предназначение. И когда вы встречаете свою родную душу и возникает этот поток любви, он вас выводит вот на этот вектор, который проводит вас по пути предназначения. Это значит, что находясь в этом потоке любви, вы обязательно будете встречать, условно говоря, те пункты, которые полностью соответствуют вашему предназначению. Еще раз скажу, это не один пункт. Вот предназначение, вот скажем там, да, я не знаю, стать каким-то генеральным директором какого-то проекта. Вот предназначение. Такое может быть, но это не единственный пункт. Невозможно так, что, скорее всего, невозможно так. Это, ну, по крайней мере, это очень редкий случай. Что вы родились, а в 7 или 8 лет осознали, что вы должны стать генеральным директором какого-то особенного проекта, и, значит, тут же туда пошли и стали в этом направлении работать. Такое бывает крайне редко. Это действительно такие гении люди, их буквально единицы. А в основном люди, они все-таки идут по каким-то этапам, по каким-то пунктам, где встречают более-менее свое предназначение. Вот что-то теплится, да, вот похоже на мое, вроде бы мое, человек делает несколько лет это, говорит, нет, не очень-то мое, переходит куда-то дальше. То есть он идет по каким-то этапам. И вот эти этапы, они очень ярко высвечиваются, когда вы находитесь в потоке любви. И вы можете познать свое самое высшее предназначение. Вот что такое высшее предназначение? Это тот пункт, условно говоря, который находится в атманическом теле человека, на духовном плане. Вы знаете, люди, которые на тренингах у нас присутствуют, и мы там практикуем вот эти высоковибрационные состояния, они иногда говорят, вот нам очень нравится, когда человек действительно скромный, так по-настоящему скромный, без ложной скромности. Он говорит, мне неудобно говорить, но простите меня, мне кажется, я ангел. Ну, примерно так говорит, вот сейчас выхожу, и мне вот крылья, они мешают как будто бы. То есть человек выходит на осознавание своего какого-то высшего предназначения. Это совершенно такой реальный практический эффект. Если вы озабочены своим предназначением, для чего вы родились, что вы должны сделать, как вам хочется жить и с кем вам хочется жить в том числе. Вот эти все вопросы, такие глубокие, судьбоносные вопросы, если они вас по-настоящему волнуют, то на пути любви эти вопросы начинают разрешаться, они начинают раскрываться один за другим. Вот так вот, как условно говоря, веером, вот так Как происходит. лотос. Или как лотос, как цветок, вот распускает лепесточек за лепесточком. Да? Вот у цветка хороший образ предназначения. Вот у цветка же много лепестков. Да? Сердцевина одна. Сердцевинка какая-то одна. Вот также вот у вашего предназначения может быть много пунктов проявления, а вот в самом центре находится что-то главное. Да, вот так вот примерно в этом вот образе можно выразить. Вот что происходит, вот что такое многомерность, вот что такое встреча с родной душой. Раскрытие вот этих всех ваших лепестков, которые у вас внутри, раскрытие всех вот этих граней, что вы не только Иванов Иван Иванович или Светлана Петровна, а вы еще много-много-много кто другой.
Вот и иногда даже люди беспокоятся, они говорят, что вот что-то не в порядке, и даже говорят, похоже на шизофрению, простите, что и тот человек, и другой, и третий. То есть как будто расщепление личности происходит. Это не совсем так, это не расщепление личности. Расщепление личности, когда вы этот процесс абсолютно не контролируете, и вы к нему не критично относитесь, да? Вы им не владеете. А вот когда человек откуда-то из центра осознает свои какие-то грани, да, видит эти грани, он говорит, я и тот, и другой, и третий, и четвертый, боже мой, кто же я? Да, это вот о осознавании своей многомерности, которая у вас внутри есть. Вот какие чудеса происходят, если вы принимаете эту энергию. За счет чего происходит вот это расширение сознания, о котором я в самом начале сказал? За счет чего происходит осознавание своих граней, многих граней? За счет энергии. У вас очень много вдруг становится энергии. Вот этот поток энергии, который хлынул через вас, иногда настолько сильно идет, что действительно тело болит, суставы болят, кости болят. Человек устает, вот он ничего как бы физически не делает, а просто через него поток энергии огромный идет при встрече с родной душой, и его тело устает, он должен все время лежать, отдыхать. Вот такие даже этапы бывают. Вот настолько это мощная энергия, которая через вас проходит, которая вот раскрывает всю вашу многомерность, раскрывает все вот эти вот многочисленные грани вашей личности, многочисленные грани вашего предназначения и так далее, и так далее. Души. Грани вашей души. Очень много обозначений различных слов для этого явления, поэтому мы вот пользуемся разными определениями, разной терминологией. Кому какая терминология ближе, а суть состоит одна. Вы гораздо больше, чем ваш ум и ваше тело. Вы гораздо больше, чем вы привыкли о себе думать. Когда вы встречаете свою родную душу, вы начинаете это переживать, что вы больше. Вы можете быть свободным. Вы можете быть свободным от страха. Вы можете быть свободным от привязанности к чему-то или к кому-то, в том числе и к личности родной души, и при этом чувствовать себя великолепно, при этом быть наполненным любовью, и при этом любить этого человека, любить его родную душу. Быть свободным и находиться в любви, это не значит махнуть рукой и сказать, да, мне вообще все равно, что с ним там происходит, наплевать на него. Нет. Вы любите не привязанно. Вы любите легко, так сказать. Очень трудно подобрать слова. Высоковибрационная любовь. Легкая, светлая, чистая, свободная с большой буквой «С». Когда вы любите и не насилуете другого человека, не заставляете его что-то делать или чего-то не делать и так далее. А вот просто эта любовь есть. И это великолепное состояние, когда между вами это есть. Видите, как много чего заложено на пути родных душ, когда вы встречаете свою родную душу. И заключая нашу сегодняшнюю встречу, не сочтите за банальность, это не повторение, это не просто дежурная фраза. Это на самом деле то, что мы переживаем у себя внутри и чем мы хотим искренне от всей души с вами поделиться. Так вот, в заключение мы хотим сказать самое главное. Примите эту любовь, примите этот поток любви, не бойтесь своей собственной многогранности, не бойтесь того, что вам кажется, будто бы вы сходите с ума. На самом деле это расширение сознания. И с удовольствием, с радостью, с интересом познавайте себя, кто вы. Вы гораздо больше. И на этом пути вы обретете такое огромное сокровище, которое есть, которое называется «Я» с большой буквы, вот это вот хорошее «Я». «Я есмь» еще говорят, да, вот это состояние «Я есмь». Или на Востоке называют состояние таковости. Вот я такой, вот я, вот. Как еще, какими словами сказать? Огромные богатства, огромные духовные богатства, в первую очередь, которые потом будут выражаться в вашей повседневности. Когда вы встречаете свою родную душу, это гораздо больше, чем то, о чем может подумать или что может предположить ваш ум.